Кислица – это та самая трава, которую многие ели в детстве. Маленькие зеленые листочки, кислый вкус, казалось бы, просто что-то случайное, что растет под ногами. Но почти никто не задумывается, что на самом деле это за растение и почему его вообще ели. И самое интересное, ее не просто так пробовали. И не просто так, она появляется именно тогда, когда она нужна организму. Кислица – это дикорастущее растение, которое можно встретить практически везде. В лесах, во дворах, на дачах, под деревьями. Ее легко узнать по характерным тройчатым листьям, они напоминают клевер. И если попробовать ее на вкус, сразу чувствуется кислинка. И вот этот кислый вкус – это не просто особенность. Это сигнал. Внутри нее содержатся органические кислоты и вещества, которые напрямую влияют на организм. После зимы организм у большинства людей ослаблен. Не хватает витаминов, энергии, появляется вялость, тяжесть, иногда даже апатия. И именно в это время в природе появляется кислица. Это не совпадение, в ней содержится витамин С, органические кислоты и природные соединения, которые помогают включить организм. Это не резкий стимулятор, а мягкий запуск, как будто организм начинает работать чуть легче. Люди раньше не знали научных терминов, они не говорили обмен веществ или антиоксиданты. Но они замечали простую вещь: съел, стало легче. Появилась энергия, ушла тяжесть, стало проще двигаться. И именно поэтому такие растения использовали интуитивно. Не потому, что это модно или полезно по списку, а потому, что это реально ощущалось. Еще один важный эффект кислицы – это влияние на пищеварение. Ее кислый вкус стимулирует выработку ферментов. Это значит, что еда переваривается легче, быстрее, без ощущения перегруженности. Особенно это заметно после плотной или тяжелой пищи. По сути, кислица работает как природный усилитель пищеварения, очень мягко, без агрессии, но эффективно. Кроме этого, многие отмечают еще одно состояние – легкость и ясность. Это трудно описать словами, но это ощущение, когда нет тяжести в теле, когда появляется ощущение чистоты внутри. Это связано с тем, что организм начинает работать чуть более слаженно. Нет перегрузки, нет ощущения застоя. И такие эффекты как раз и создают то самое ощущение, что что-то изменилось, хотя вроде бы это просто трава. Но здесь есть важный момент, о котором почти никто не говорит. Кислица содержит щавелевую кислоту. Это значит, что в небольших количествах она может быть полезной, но если употреблять ее слишком много и регулярно, это уже может быть нежелательно. Поэтому важно понимать. Это не основная еда, а дополнение. Небольшое количество дает эффект. Большое уже не нужно. Использовать кислицу очень просто. Ее можно добавлять в салаты, использовать как зелень, пробовать в небольших количествах прямо свежей. Она дает интересную кислинку, освежает вкус и создает ощущение живой пищи. И это как раз тот случай, когда простое растение может добавить в рацион что-то новое и необычное. Но есть еще один момент, который делает кислицу особенно интересной. Она влияет не только на физическое состояние, но и на восприятие вкуса. Кислый вкус сам по себе активирует рецепторы и усиливает ощущение свежести. Именно поэтому после кислицы еда кажется ярче, а состояние более бодрым. Это простой, но очень важный механизм, который люди раньше использовали, даже не понимая его. Кроме того, кислица может быть своеобразным сигналом от организма. Часто тяга к кислому появляется именно тогда, когда есть определенный дефицит или перегрузка. И в этом смысле такие растения – это не просто еда, а часть естественной связи между человеком и природой. Мы тянемся к тому, что нам нужно, даже если не всегда можем это объяснить. Еще один интересный момент – кислица растет в тенистых местах, под деревьями, там, где более мягкая среда. И такие растения, как правило, не агрессивные по действию. Они работают мягко, постепенно, не перегружая организм.
Это как раз то, что нужно после зимы, не резкий скачок, а плавное восстановление. И вот здесь возникает главный вопрос. Почему такие растения забываются? Все просто, они слишком доступны. Люди перестают замечать то, что находится рядом каждый день. То, что не продается, не рекламируется и не выглядит особенным, автоматически уходит из внимания. И в итоге мы начинаем искать сложные решения там, где есть простые. Кислица – это пример того, как простые вещи оказываются недооцененными. Она растет буквально под ногами, но при этом может влиять на организм. И, возможно, именно поэтому раньше люди обращали на такие растения больше внимания. Они не игнорировали то, что растет рядом, а наблюдали, пробовали и делали выводы. Если вам интересны такие растения и вы хотите понимать, что на самом деле они делают с организмом, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые видео. И поставьте лайк, если было полезно, это помогает каналу развиваться и показывает, что такие темы действительно важны.